Однажды ночью, когда в больнице Святого Луки раздавались раскаты грома и дождь барабанил по окнам, обычная ночная рутина была внезапно нарушена невероятным событием. В главный холл здания ворвался огромный тигр, его шерсть сияла, как огонь под светом больничных ламп. Внезапное появление огромного хищника вызвало настоящую панику, а врачи, медсестры и пациенты бросились в рассыпную. Медсестра Анна, известная своим хладнокровием и мужеством даже в самых экстремальных ситуациях, была одной из немногих, кто не поддался всеобщей панике. Ее глаза расширились не от страха, а от восхищения, когда она наблюдала за величественным животным, которое, вопреки своей дикой природе, казалось, что-то или кого-то здесь искало. Тигр выглядел скорее растерянным и ищущим спасения, чем агрессивным. Девушка с удивлением заметила, что в его мощных челюстях находился маленький детеныш. У насквозь промокшего малыша были полоски на теле, но он был совсем не похож на обычного тигренка. Однако это было сейчас далеко не главной проблемой, так как срочно нужно было предпринимать какие-то меры. Анна, движимая желанием помочь, осторожно подошла к тигру, несмотря на огромный риск. Тем временем Карлос, начальник охраны больницы, уже звонил в полицию, сообщая о чрезвычайной ситуации. Оставшись в коридоре наедине с животными, Анна заметила, что тигр, несмотря на свой внушительный вид, был истощен и сильно измотан, а его ребра отчетливо проступали под мокрой шерстью. Решив действовать самостоятельно, Анна повела тигра и загадочного детеныша в небольшую комнату, где хранились медицинские инструменты и принадлежности. Как только они вошли, девушка заперла дверь, прекрасно понимая, что она сама поместила себя в ловушку с большим хищником. Тигр аккуратно положил детеныша на пол и отступил в угол, внимательно наблюдая за каждым движением человека. В ожидании помощи Анна осмотрела детеныша, который, несмотря на свой экзотический и незнакомый вид, выглядел очень хрупким и беззащитным. Девушка не знала, какому виду он принадлежит, но она была полна решимости спасти его жизнь. Следующие несколько минут были напряженными. Анна использовала свои медицинские знания и подручные средства, чтобы помочь малышу и накормить его. Тигр молча наблюдал за происходящим, а его тяжелое дыхание растворялось в шуме дождя, стучащего по крыше. Тем временем, снаружи запертой комнаты, Карлос помогал эвакуироваться медперсоналу и пациентам. Начальник охраны никак не мог понять, откуда в их больнице появился огромный хищник, но он был рад, что животное не причинило никому вреда. Ночь тянулась, а напряжение в больнице Святого Луки только нарастало. Анна постоянно следила за тигром и детенышем, которые успокоились благодаря ее присутствию и готовности помочь. Сильно истощенный и ослабший тигр отдыхал с полуприкрытыми глазами, при этом следя за каждым движением вокруг, словно чего-то опасаясь, а детеныш, завернутый в теплое одеяло, перестал трястись от холода и, наконец, уснул. Карлос в это время разговаривал с представителями администрации города, согласовывая дальнейшие действия. Полиция и служба по контролю за дикими животными уже зашли в здание, готовясь к любому развитию сложившейся ситуации. Напряженный момент был прерван прибытием доктора Рикардо Менезиса, известного специалиста по большим кошкам, которого срочно вызвали для разрешения необычной ситуации. Доктор осторожно заглянул в комнату с тигром, а увидев, что хищник не проявляет агрессию, он зашел внутрь, стараясь не делать резких движений. Менезис осмотрел детеныша и уверенно заявил, что это не тигренок. У доктора была догадка насчет того, какому виду принадлежал детеныш, но она была слишком невероятной, чтобы обсуждать ее прямо сейчас. Анна объяснила доктору, что тигр совершенно не проявлял агрессии, и рассказала о своих действиях в отношении неожиданно появившихся животных.
Выслушав девушку, Менезис предположил, что тигра и детеныша незаконно содержали в ужасных условиях, откуда им каким-то чудом удалось сбежать. Это объясняет их неожиданное появление в городской больнице. Тем временем новости о появлении тигра и загадочного детеныша в больнице начали стремительно распространяться, привлекая к зданию многочисленных прохожих и репортеров. Менезис не хотел, чтобы происходящее внутри увидели случайные свидетели, так как это могло спугнуть злоумышленников, которые похитили животных и издевались над ними. Поэтому Менезис дождался прибытия своих коллег, чтобы они помогли ему перевести несчастных со зданий в реабилитационный центр для диких животных для надлежащего ухода за ними и дальнейшего изучения. Тигра удалось без происшествий усыпить для безопасной транспортировки, а детеныша поместили в специальный инкубатор. К счастью, транспортировка прошла успешно, и через несколько часов тигр с детенышем уже находились в реабилитационном центре для животных. По прибытию их встретила команда ветеринаров. Тигра и детеныша первым делом поместили в карантин. Под руководством доктора Менезиса специалисты планировали дальнейшие шаги для восстановления попавших к ним животных и их изучения. Генетические тесты показали, что детеныш может быть потомком тасманийского тигра, считавшегося вымершим уже более 100 лет. Доктор Менезис следил за расследованием, которое должно было раскрыть правду о происхождении тигра и детеныша и их неожиданном появлении в больнице. Повторные, более глубокие анализы показали, что необычный детеныш действительно мог быть тасманийским тигром. Однако ученые не торопились с выводами, так как это могло бы стать настоящей сенсацией в научном и животном мире. Невероятные открытия решили временно сохранить в тайне от общественности. Ученые погрузились в напряженную научную работу. Каждый новый анализ детеныша порождал еще больше вопросов. Команда специалистов стремилась понять происхождение загадочного животного и его необъяснимую связь со взрослым тигром. Вскоре началось масштабное расследование. При содействии сотрудников полиции недалеко от города удалось найти небольшую, недавно заброшенную ферму, откуда предположительно сбежал тигр. По всей территории фермы полицейские и ученые находили многочисленные следы незаконного содержания диких животных, в том числе тесные клетки и цепи со следами жизнедеятельности животных. Расследование установило, что на этой ферме еще совсем недавно находились десятки экзотических животных, которых браконьеры и контрабандисты содержали здесь в ужасных условиях, а затем продавали по всему миру за огромные деньги. Похоже, тигру каким-то образом удалось выбраться из клетки и сбежать с адской фермы, прихватив с собой в зубах маленького детеныша. Так двое животных оказались в городской больнице. К сожалению, преступники узнали о приближении полиции и успели сбежать с фермы. После того, как расследование было завершено, доктор Менезис вместе со специалистами по охране дикой природы организовали большую пресс-конференцию для того, чтобы рассказать всему миру страшную правду. Менезис показал сбежавшего от браконьеров тигра и рассказал о жутких условиях, в которых его содержали нелегальные торговцы животными. Доктор Варгас, специалист по генетике, официально подтвердил большую вероятность того, что спасенный детеныш может быть тасманийским тигром, до сих пор считавшийся вымершим. Анна, которая все это время помогала ухаживать за животными, также высказалась о важности защиты всех видов животных от угроз со стороны людей. Это открытие стало настоящей сенсацией, а ученые пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить спасенного тасманийского тигра. После сенсационной пресс-конференции весь мир узнал о невероятной находке, что привлекло внимание многих людей к проблеме незаконной торговли с животными и необходимости их защиты. Расследование продолжилось в нескольких странах мира, и через несколько месяцев полиции и защитникам животных в итоге удалось найти огромный комплекс
где браконьеры содержали сотни видов экзотических животных для их незаконной перепродажи по всему миру. Судя по всему, тигр и детеныш тасманийского тигра также были привезены отсюда, но, к счастью, животным удалось сбежать от контрабандистов. Таким образом, загадочное появление тигра с детенышем в одной из городских больниц запустило целую цепочку событий и привело к раскрытию ужасных преступлений, связанных с незаконным содержанием, контрабандой и продажей экзотических животных. Несколько десятков пойманных преступников посадили в тюрьму, а остальных подозреваемых объявили в международный розыск. Кроме того, удалось спасти невероятно редкого тасманийского тигра, и сейчас генетики и специалисты по защите животных пытаются сохранить это удивительное создание, чтобы однажды вернуть его в естественную среду обитания.